Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, так что, кому интересно подобного рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Свой влог я хочу начать с дикой раскраски. Ее мне подарила Виолетта. Привет тебе и огромное спасибо. Раскраска очень классная, с удовольствием в ней раскрашиваю. И вот решила в этом месяце, чтобы не было исключением, я выбрала эту иллюстрацию, 95-я страница, шимпанзе, это маска, которую можно вырезать, но вырезать, естественно, я не буду. Я решила раскрашивать маркерами. Всякие мелкие детальки я решила пораскрашивать за кадром, потому что, как всегда, одно видео монтируется, надо чем-то заняться, домашние дела сделаны. Ну и начала. Знаете, к своему удивлению, обнаружила, что бумага-то здесь очень даже, в принципе, неплохая. То есть маркеры, как видите, они хоть и просвечивают. Понятно, если бы здесь была какая-то иллюстрация, это было бы критично, да? Но я просто еще к тому, что обычно маркеры сильнее просвечивают, а здесь вот как-то так. Почему я решила маркерами? Я просто подумала, что раз с обратной стороны на контур этой маски, будет прикольно раскрасить маркерами. Ну, а сейчас я, конечно же, обязательно пораскрашиваю на камеру. Маркеры у меня я выбрала новые, которые я покупала. 80 штук за 809 рублей. Значит, у меня 120-й Black взяла. Я буду вот по этой палитре красить, типа по естественной. Дальше шоколад, 92 номер. Warm Grey 8. Cool Grey 5. Барн Сиена. Вот здесь очень интересно. Написано такое впечатление, что исправляли. И непонятно, то ли 90... В общем, я не поняла, какой номер. И Potato Brown. Это номер 103. Учитывая, что у этих номера одинаковые, я посмотрела, точно не 95-й и не 94-й. Наверное, либо, может быть, 93, 98. А вот этот номер, это, в общем-то, не важно. Это я так. Ладно, кому интересно, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Приятного просмотра. Так, приступим. Здесь большие пространства, специально их оставила, чтобы пораскрашивать на камеру. Так удобнее, аккуратнее будет. Все-таки маркеры могут и растекаться. Прервалась на некоторое время, ждала, пока зарядится телефон, конечно же, за кадром пораскрашивала. Но оставила самые такие большие фрагменты. Все-таки немножко они отличаются от мазали. Видите, как не совсем ровно ложатся. Не критично, все равно же аккуратнее фломастеров. И они как будто бы суховаты. То есть они как бы не засыхают, но сами по себе изначально как бы по суше. То, что они не растекаются за контур, это, конечно, вообще, с одной стороны, плюс. Мне нравится здесь
раскрашивать ими. И радует, что в этом наборе есть черный цвет, потому что в том у меня не было, и я докупала другой марки. Поэтому очень хорошо. И серых очень много здесь. Прям огромное количество. А серые, конечно, нужны. Ну и, кстати, такие маркеры вот с матовым покрытием лучше, чем удобнее, чем с глянцевым. Не знаю, как-то руке гораздо приятнее. Мне кажется, что оттенки я подобрала хорошо. Ну, во всяком случае, я довольна. Забавная физиономия получается. Серый оттенок неплохой. Пожалуй, я теперь всегда тут буду красить маски, пока все не раскрашу. А уж потом фломастерами что-нибудь. Не знаю, как-то и быстрее, аккуратнее вообще. Раскраска оказалась прям супер. Если найду время, то в этом месяце что-нибудь еще здесь пораскрашиваю. Как-то мне захотелось побольше отдыхательных таких иллюстраций. Тот месяц меня реально чуть не доконал. Здесь вообще, если вот раскрашивать маркерами, получается очень быстро, но при этом аккуратно, что ценно. Так что лучшая отдыхалочка, по-моему, если не считать АСТшной маленькой. Дораскрашивала до конца, и впервые все-таки у меня случилось такое с перфорацией. Оторвалось. Я сказала, что вырывать и вырезать не буду. Ну, вырезать я, естественно, точно не буду. Ну, а лист сам оторвался. Ладно, я его постараюсь приклеить. Это, в общем-то, ладно, пустяки. Но на самом деле у меня получилось почему так? Я сейчас, когда начала снимать вот этот фрагмент, у меня альбом лежал, и я вот так подняла, еще чувствую какой-то такой звук, думаю, странно, как будто раскраска приклеилась и так оторвалась от стола, а это вот что оторвалось. Ну ладно. В общем, конечно, маркерами раскрашивать прикольнее, но вот я сейчас смотрю, еще раз убеждаюсь, что вот эти маркеры, они как бы посуше, чем мазали, и ложатся, видите, какими-то пятнышками, потому что мазали при всем при том, что многие стали засыхать, каких-то хватило ненадолго, у каких-то светостойкость плохая, но они ложились идеально, знаете, вот как ну, иллюстрация в журнале. Вот. Ну, у всех свои недостатки, но по факту я думаю, что если когда-нибудь, вот, ну, когда они у меня закончатся, да, и те, и другие, я решу покупать, я все равно буду выбирать, скорее всего, вот по такой цене, рублей за 800, но явно не дороже. Ну, потому что в любом случае здесь свои плюсы, тут свои плюсы. Ну, а по факту это такая канцелярия недолговечная в любом случае. Вот. Но хорошо, что здесь односторонние иллюстрации. Все-таки маркерами как-то прикольнее смотрится и аккуратнее, потому что фломастерами, где у меня здесь что-то было раскрашено, ну, не, ну понятно, что тут я еще и палитру такую нереалистичную вот выбрала.
в отличие от сегодняшней иллюстрации. Ну вот здесь вот я нормальную выбирала, ну как видите. В общем, надо сейчас записать в блокнот, какую страничку я раскрасила. А теперь у меня раскраска, которая идет по плану, это «Хрупкий мир» Кербера Заноса. Как вы знаете, из 7 раскрасок, но обычно я все ставлю в планы, а в этот раз только «Хрупкий мир» и «Геоморфоза», для того, чтобы немножко отдохнуть. Так, и я выбрала здесь вот эту иллюстрацию. Я просто не знаю, будет красить Оксана в этом месяце или нет. Вот. Ну, вообще мы обычно вместе красим. В общем, буду раскрашивать страничку 44. Это... Что у нас тут? Суматранский тигр. На грани полного исчезновения. Ну ладно, это мы потом почитаем. В общем, сейчас я возьму карандаши и приступлю. И, конечно же, покажу результат, процесс. На камеру. Красить на камеру буду тигра, и, скорее всего, это будет полихромос терракотовый. Ну, возможно. Или оранжевый, но, наверное, все-таки я возьму терракоту. Тут карандаш-то я хоть взяла. Да, терракота 186. В общем, оставайтесь со мной, кому интересно, не переключайтесь. Ну, а тут я не знаю, потом решу, может быть, как всегда, мандалузами. Так, сейчас подложу блокнот для фокуса, а то он очень часто прыгает. Мне нравится этот карандаш терракотовый. Правда, вот я смотрю, вот всегда, когда я им раскрашивала, был цвет, как вот сама рубашка у карандаша. И мне это нравилось. Хотя, по сути дела, это не терракота. А вот здесь вот именно ложится не так, как всегда, но именно заявленным цветом. А мне бы нужно было потемней. Ну, значит, в несколько слоев придется делать. Я здесь буду один только цвет использовать, потому что с другой стороны тут же все эти затемнения есть. И не вижу смысла. Брать несколько оттенков. Ну, там уже между листвы я за кадром дораскрашиваю, потому что не везде видно, не везде очевидно. Где трава, где шерсть. Там прям такие спорные моменты есть. И издалека мне как бы плохо видно. Но вообще нормальный цвет. Сейчас вот еще пройдусь. Может быть, потом 3-й, 4-й раз. Да. Так, я еще прерывалась, за кадром начала дервентом зелень красить. Здесь у меня вот этот новый Mid Green Color Soft. Ну, обычно я, в принципе, акварельные карандаши здесь, но еще стараюсь где-то что-то с переходами делать. Ну, сделаю просто, и так хорошо смотрится. Многие, я иногда смотрю зарубежных блогеров, они вообще фломастерами красят и, в общем-то, получают удовольствие, расслабляются, как говорится. Собственно, и правильно делают. Это антистресс. Где-то я буду с переходами красить. Да и здесь, может, я черный карандаш добавлю. Но пока вот одним цветом все эти травинки. Вот. То у меня там еще ушастик шумит. Я ему просто спать не даю, поэтому... Он сейчас
Открыл глаза, смотрит по сторонам, типа не может понять, за окном светло, я не сплю, но вроде как ночь. Он очень удивился, глазами лупал по сторонам. Еще немного пораскрашивала. Ну, правда, я где трава буду, где-то черный карандаш еще добавлять немножко. Вот. А все-таки еще зависит от цвета, но все карандаши, такое ощущение, что они по жесткости разные. А вот, например, 430, он вообще самый-самый мягкий. И вот этот вот, мне кажется, он чуть-чуть пожестче 420. А вот этот, который я недавно купила, ну вот он тоже как 420. Ну так, я еще немножко тут доделаю, но скорее всего черным карандашом. Так. А вот здесь сразу надо как-то, не заметила. Довольно бледно. Потому что по тигру я уже прошлась раза, наверное, 3. Но вот сейчас мне нравится, как он выглядит. И вот этот, который я купила, карандаш, он прям, видите, как мне зашел. Идеальный просто цвет. Так что я очень-очень рада. Ну что ж, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И заходите в Instagram 37 Рыжая 38. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.